Доброго времени суток. Закончился чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин. Вчера, в воскресенье. Поздравляю призеров и победителей чемпионата. И вот сегодня пару таких вот мини-фрагментов. Может, они стандартные, кому-то может не интересно, но давайте, тем не менее, покажу эти фрагменты. И если что-то будет интересно, еще потому что партии будут смотреться чемпионата, если что-то будет интересно, то я выложу видео. А это такой вот краткий репортаж, и стандартные достаточно идеи, и там стандартные, можно сказать, ошибки. Павел Борки играл с Игорем Михальченко, и вот здесь вот последовал ход ЕД2. Но вот во второй партии, я думаю, что наиболее так логично. Игорь все-таки сыграл. ЦБ. Тут точный расчет. Точный расчет. Вот здесь вот последовал нельзя HG3 было. Вот из-за этой идеи важный момент. И вот здесь HG3 было в партии и так далее. Было вторая партия ничью, но вот есть, конечно, ход, вот этот просится ЕД4, но я вот не знаю, по партии, конечно, чисто психологически сложно было бы белым, я сразу скажу. Почему? Потому что пространство завоевано черными, то есть, и проблемы, конечно, у белых позиций, и я чисто думаю, вот психологически, сложно было бы Павлу. Ну, хотя я не знаю, чем бы закончилась партия. Конечно, сложно предугадать. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что было в партии. ЕД2. И, естественно, последовала вот эта вот идея ЦД4. Наверное, где-то до конца он не видел вот последствия этой идеи. Здесь, конечно, надо было... Вот, ДЦТ, если уже была вот эта вот позиция... В случае ДЦТ, наверное, это чуть не прав, но опять GF6 и позиция очень плохая. Даже GF6 можно будет DC5. Вот, допустим, ED4 меняемся. Ну, вот видите, что одна шашка осталась. Ну и как тут, что делать с этой одной шашкой? Конечно, позиция очень плохая. Сразу вот здесь вот нельзя B2, потому что DC5, и, как видите, на все ходы практически комбинации надо шашку отдавать. Вот был уже F2. Просто соловьем дамку. И вот такая вот позиция получилась. Ну и выиграл таким образом. Вот такая вот позиция. И второй момент. Так, вот это та же партия, в принципе, показал по этой партии. Игорь Михальченко играл белыми, Павел Борки черными. А вот здесь вот Андрей Валюк выиграл у Анны Бородича. Ну вот был ход D5. Ну, логичный, конечно, ход. Андрей походил. И вот BC5 было. Ну, опять вот либо Иван устал, может после лицея, либо уже турнир, после проведенных партий турнира, то есть устал. Ну, надо было DE7. Ну, тут тоже, наверное, нюансы посмотрел, что не все просто. То есть, если, допустим, на D6, понятно, что GF4, тут очень хорошая позиция у белых. Я тут думаю, что даже выиграна она, если чего-то супер там нету компьютерного. Ну и на D8 тоже позиция, наверное, единственное, что может GF4 сразу, может DC3, все-таки супер позиция, надо искать выигрыш за белых. Но вот надо было, конечно, ходить, вот здесь вот, в этой позиции надо было такой ход сделать, то есть выжидательный, вот здесь как раз хороших ходов у белых нету. Ну, таких хороших, чтобы сразу было вот сумасшедшее преимущество, которое было перед этим в позициях. Ну вот на D4, если меняться, то здесь получается меняет шашку G5, и все проблемы, наверное, практически ушли. Единственное, что надо посчитать, сесть посчитать, конечно. Если было время, то надо было сесть посчитать.
Это 16 вот это уже 19 ход. Ну, не знаю, время должны оставлять вот на эти позиции, в принципе. Поэтому вот такой ход, и надо было играть эту позицию. И реально вот позиция практически, я считаю, что уравнивалась. Но, конечно, поприятнее, наверное, у белых, но уравнивалась. А вот bc5 было и стандартная просто идея. То есть GH4 и постановка просто должна. Стандартная, да, вот, видите, не увидел он этой идеи. Так, далее. Вот интересная была дуэль Виктории Николаевой с Марией Тараниной. И я сначала не посмотрел таблицу, думал 1-1 было, но вот, оказывается, перебились. Виктория в первой партии играла белым, и вот Мария пошла Е6 и сразу получила очень плохую позицию. Надо было ЕД6, идея АЖ и так далее. Ну и вот получилась позиция, и она ничейная абсолютно. То есть ЕД6 нормально, видите. А вот ЕФ6 и ДЦ3, и неожиданно оказалось, что ходить-то, собственно говоря, некуда. На GH6 ЕФ2 выжидательный ход, на ЦБ. Вот такая вот идея, то есть на ЕД2 GH6 просто, а АБ6 вот такая вот идея. А было в партии, вот здесь вот, еще раз повторяю, ну вот такая вот позиция выиграла Виктория. А вторая тоже такая интересная достаточно партия была. ЕД2, и вот здесь вот Виктория неожиданно пошла БЦ5. То есть, ну, БА3, что-то, наверное, показалось вот в этой позиции. И после вот БА3 здесь пришлось отдать шашку и проиграла на эту позицию. Вот такая вот боевая партия получилась. Ну и, наверное, на этом я сегодня закончу репортаж. Чемпионат интересный получился, такой достаточно боевой, но вот у женщин, конечно, сразу выделились лидеры, и лидеры так все-таки четверка, как и предполагалось, четверка боролась именно за первое место. Но вот был матч после Виктория Николаева практически, я бы сказал, вот сделали они 3 ничьих, как это, я хотел сказать 100%, но результат какой? Они то есть в четверке в этой вот перебились, и все решалось в партиях, с кем, то есть с кем они могли сделать ничью вне этой четверки, но получилось, Виктория с Евгенией не сделали вне этой четверки ни одной ничьи, то есть я бы сказал, вот про что я говорил, что 100% такой результат, и они играли матч за первое место, и Виктория выиграла. Поэтому вот такой расклад был. И давайте я, как я еще сказал, я с вами прощаюсь сейчас. И если будут интересные фрагменты, то я еще вернусь к этому чемпионату. Ну, если будут, естественно. До новых встреч.